Привет-привет! Сегодня я хочу пригласить вас на мастер-класс по альбому. Для начала покажу вам материалы, которые приготовила. Конечно же, стоило бы начать с бумаги, так как это основной материал для альбома, но она лежит у меня нижним слоем, поэтому будем добираться до нее постепенно. Хотелось бы только отметить, что все материалы я подбирала, исходя из той коллекции, которую планирую использовать. Давайте, пожалуй, начнем с чипборда, потому что это самая большая стопочка сейчас у меня на столе. У меня чипборд-скрапики. Сверху универсальные элементы, такие как окошко, решетка, перышки, домики. То есть я могу их использовать в альбоме практически любой тематики. Затем цветочные листочки, такие веточки вишни, еще веточки вишни или яблони, только побольше. Вот такие две пластинки здесь у меня остались, одинаковые веточки, травинки, папоротник. И вот такие фантазийные цветы. Немного фонового чипборда, остатки от предыдущих работ, но думаю, что здесь тоже я их использую. Вот такая сетка, кружочки и замысловатые ромбики. Завитки классические. Вот этот очень красивый, остался у меня один. Поменьше. Вот такой очень интересный, их было два, тоже остался один, планирую его использовать. И вот такой вот. Затем половинка салфеточки и несколько рамочек побольше, такая круглая, поменьше. Приготовила спилы, но не уверена, что они пойдут у меня в работу, однако мне очень нравится, как они выглядят. И, конечно же, универсальные надписи, которые я использую практически во всех своих альбомах. Далее я приготовила бумажные цветы. А здесь, как видите, у меня несколько оттенков синего, более темный, насыщенный, посветлее. Причем здесь цветы, как видите, разные. Это розы, вишня, еще вишня. И цветы вишни покрупнее, такого же цвета, как средненькие. Также бежевые цветы вишни. И очень маленькие розочки, цвет которых называется каштановый. Также для разнообразия вот такие вот цветы голубенькие, по-моему, они называются цветы лютика. Отодвинем. Конечно же, кружево, без кружева никуда, так как вы, наверное, уже видите, цветовая гамма бумаги у меня бежевая, голубая, синяя, там еще есть бирюзовые листы, то, соответственно, кружево я тоже подбирала, исходя из этой бумаги. В основном оно бежевое. Вот такие вот бахромушки. Нравятся они мне, их часто сейчас использую. Шифоновые розочки на полотне я отрезаю несколько штук и дополняю ими композиции. Кружево сетка. Невероятно универсальное кружево, поэтому часто идет в работы. Кружево потоньше, тоже бежевого цвета. Вот такие цветочки, которые я разделяю на отдельные элементы и подкладываю в композиции. И также я взяла очень темное, крупное коричневое кружево, которое до этого ни разу не использовала, но мне нравится, как оно выглядит. Возможно, в этой работе оно найдет себе место. Шифоновые цветочки с Алиэкспресс, голубые, темно-синие. И также я взяла для разнообразия пыльно-розовый, который, возможно, разнообразит в целом цветовую гамму альбома, потому что, мне кажется, придерживаться только синего и только бежевого будет немного скучно. Здесь же у меня вырубка, вся она крафтовая, скорее всего, белую вырубку я не буду использовать в этом альбоме. Возможно, буду добавлять цветную, близкую к фоновой бумаге. Салфеточки, сердечки, кинолента, рамочки. Скорее всего, буду еще дополнительно делать какую-то вырубку. Приготовила металлическую филигрань. Я думаю, что уголки альбома я украшу вот такими уголками очень красивыми резными, потому что они будут хорошо сочетаться именно с этой бумагой из замши, которую я подобрала на обложку. Также несколько элементов другой формы, квадратные, овальные. Также есть еще круглые, возможно, тоже их добавлю. Затем гипсовые фигурки. Взяла максимально нейтральные, это рамки овальные, круглые, различных размеров.
окошечко, нужно будет немного его почистить. Вот такие вот створки и птичка. Также сделала самодельные высечки, которые распечатала на плотной бумаге и вырезала. В этот раз у меня букет из бежево-синих роз, которые, на мой взгляд, отлично подходят для этой коллекции бумаги. Сделала эмбоссинг в нескольких цветах на кальке. Сейчас покажу вам поподробнее. Здесь одинаковые элементы, это цветы покрупнее, помельче, разного размера листочки и вот такие замечательные веточки. Эмбоссинг у меня в 3 цветах: серо-голубой, платина и вот такие невероятно красивые темно-синие голографические веточки и листочки. Для создания серо-голубого эмбоссинга я использовала пудру от Ranger, цвет называется Sky Blue. Для золотистых цветочков и листочков цвет Liquid Platinum. А для того, чтобы создать темно-синие переливающиеся листья и веточки, я сначала сделала отштамповку чернилами Ranger, цвет Jet Black, а затем посыпала голографической пудрой от Wow. Давайте покажу вам штампы, которые я использовала для эмбоссинга. Это вот такой набор. Здесь я взяла 2 вида веточек и набор цветов от Altenew. Здесь я использовала практически все цветы и листочки поменьше. Также я сделала самодельные высечки из крафта. Выглядят они вот так. Здесь у меня рамочки в основном и вот такие вот веточки. Для того, чтобы сделать эти высечки, я использовала вот такой набор. Здесь, как видите, уже входят и штампы, и к ним координирующие ножи. Для обложки этого альбома я буду использовать темно-синюю замшу. Приготовила 2 подложки для фотографий, потому что пока не определилась с размером. Фотографии в нем будут либо 9 на 13, либо половинки 10 на 15. Это будет зависеть от размера альбома, который у меня будет создаваться. Мы наконец-то добрались до бумаги. У меня это коллекция от Sama Studio, которая называется Something Blue. Но вы, конечно же, можете использовать любую другую бумагу, которая вас вдохновляет. В моем наборе 11 листов двусторонней бумаги плотностью 190 грамм. Так выглядит титульный лист. С обратной стороны у него вырезалки. Затем каждый лист повторяется по 2 раза. Первый выглядит вот так. Это его обратная сторона. Следующий лист очень красивый, бежевый, и обратная сторона у него бирюзовая. Лист похожий на сжатую бумагу либо кожу с потрясающим рисунком на другой стороне. С крупными цветами, и на обратной стороне серо-графитовые доски. И заключительная пара листов. С одной стороны лист очень спокойный, бежево-голубой, а вторая сторона у него просто потрясающая. Посмотрите, какие красивые двери. Ну вот, собственно, все материалы, которые я пока запланировала. Приступим к самому альбому. Я хочу, чтобы альбом производил яркое впечатление. По этой причине для первой страницы я выбрала очень красивую фоновую бумагу. Основу для фотографий я буду делать из крафт-картона, потому что мне кажется, что он отлично подходит для этой коллекции бумаги. Саму же подложку для фотографий я вырубила из бумаги в черные досочки. Возможно, сейчас это сочетание кажется мрачноватым, но мы добавим яркие детали в декор, и в итоге все будет смотреться совсем иначе. Каждую страницу я прострочу по периметру декоративным швом на машинке. Однако, если у вас нет швейной машины, вы вполне можете пропустить этот этап. Давайте покажу вам, как я раскроила лист. Размер моей заготовки 16,5 на 22. Почему именно такой размер? Целый лист выглядел так. И я отрезала 16,5, потому что моя подложка для фотографии входит на остаток в длину 3 раза. То есть из остатка я могу сделать 3 подложки для фотографий. Это просто ради экономии. А из этого кусочка бумаги я также могу вырубить подложку, но меньшего размера, которая подходит для фотографий половинок 10 на 15.
Вы можете сделать свой размер, исходя из своих потребностей. Уголки для фотографий тоже не обязательно делать с помощью ножа, как у меня. Можно их сделать с помощью дырокола, можно свернуть из бумаги либо кальки, можно купить на Алиэкспресс уже готовые клеевые уголки. Сейчас я прострочу страничку и вернусь к вам для того, чтобы составить композицию. Приступаем к декору. Возвращаю на место подложку для фотографии. В качестве основы я беру цветочную высечку и вокруг нее буду выстраивать всю композицию. Кладу ее в угол, затем под нее ажурную салфеточку, которая отлично сочетается своим крафтом с подложкой для фотографии. Так. Далее мне нужен какой-то центральный элемент, от которого я буду выстраивать всю остальную композицию. В моем случае это вот такая рамочка. Она имеет классический вид, который отлично сочетается с ажурными уголками для фото. Затем кружево. Мне нравится, когда в композициях присутствует текстиль, потому что он придает разнообразие фактурам. Вот такие два цветочка. У меня в высечках от производителя была прекрасная сова, и я понимаю, что мне нужно ее использовать на какой-то странице, где есть много свободного места, потому что высечка довольно-таки крупная. Поэтому я решила, что она будет у меня на первой странице. Подкладываю под цветочную высечку, чтобы она слишком сильно не перетягивала на себя внимание. Так. Затем добавляем цветов. Как я уже сказала, нам необходимы яркие акценты, поэтому я взяла ярко-бирюзовый плоский цветок гортензии. Припрятываю его под рамку. Затем я хочу добавить темно-синюю розу. Она отлично сочетается с веточками на высечке и также придает яркости. Так. Бежевый цветочек вишни. Он отлично сочетается с крафтом. Затем я не могу оставить синий цветок в одиночестве. Мне нужно его чем-то дополнить, чтобы получился небольшой букетик. И в моем случае это вот такой маленький цветочек вишни, тоже темно-синего цвета. Теперь нужно поддержать ярко-бирюзовый цвет плоского цветка. Поэтому я хочу добавить еще два цветочка вишни. Они оба бирюзовые, но немного отличаются по оттенку. Почти на каждой странице, либо на развороте я добавляю надпись, потому что мне кажется, что с надписью альбом оживает. И в этом случае я поступлю точно так же. Буду использовать надпись Happy. Сейчас она белая, потому что это натуральный цвет чипборда, но я думаю, что я покрою ее пудрой для эмбоссинга в цвет вот этому цветочку гортензии. Кладу ее вот сюда. Мне кажется, что эту надпись надо дополнительно акцентировать, поэтому под нее я подложу вот такую ажурную рамку, которая также отлично сочетается с уголками для фото. Вот таким образом. Мне кажется, немного сливается ажурная надпись и ажурная рамка, поэтому мне нужна более простая форма под эту надпись. И поверх ажурной рамочки я положу еще вот такую более простую. У нее широкие краешки, и на них будет лучше видна надпись. Всю композицию мне хочется немного продлить еще и на левую сторону фотографии, чтобы декор как бы обнимал ее. Но нужно следить, чтобы левая часть не была выше правой, либо они не были на одном уровне, иначе будет слишком статичная композиция. Мы же постараемся этого избежать. Я кладу сюда вот такую цветочную высечку, ну вернее не цветочную, это листочек. На мой взгляд, он очень хорошо сочетается по цвету с совой. Теперь для того, чтобы связать нижнюю часть и вот этот листочек, я добавлю еще вот такой спил из чипборда. Мне кажется, он также отлично сюда подходит, потому что поддерживает природную тему, как и сова.
Так, замечательно. Хочется добавить еще темно-синих акцентов, чтобы этот букетик не был одиноким. Для этого я буду использовать вот такой блестящий камушек. Положу его сюда. Ну и также добавлю еще золотой камушек, он также отлично сочетается с совой и крафтом. Также можно добавить еще синих акцентов, но не слишком навязчивых, чтобы глаз не блуждал по темно-синим пятнам. Для этого я буду использовать вот такие переливающиеся листики. Это эмбоссинг на кальке с помощью голографической пудры. Подложу их вот сюда. К тому же на странице уже есть блеск, и они будут неплохо сочетаться между собой. Так, вот такую блестящую веточку. Как бы немного еще спрячем сову, предполагая, что она у нас сидит где-то в ветвях. Высечка на крафте. Это отштамповка черной пудрой. Ой, черным штампом, чернилами. Все собрала. Так. Сейчас, конечно же, все двигается, но потом будет собрано более компактно, когда приклеится. Пожалуй, все. Единственное, можно еще, наверное, добавить мелких деталей, чтобы поддержать белый цвет. Пусть это будет веточка с листочками. Это тоже эмбоссинг на кальке, но выполненный белой матовой пудрой. Вот сюда его подложу. И, пожалуй, добавлю еще бабочку, которая у меня будет оторвана от основной композиции и таким образом придаст ей некоторую легкость. Сделаю ее вот сюда. Пусть немного крылышко находит на подложку для фотографии. Будет все смотреться более цельно. Пожалуй, все. Конечно же, я еще потом в рамочке добавлю бисер. Рамка не должна оставаться пустой, но в целом мне нравится. Можно теперь все собирать. Осталось только покрыть пудру, покрыть надпись пудрой для эмбоссинга. Сначала я думала сочетать две пудры. Это вот такую Garden Patina от Ranger и вот такую вот Calypso от Wow. Но потом решила, что мне здесь вполне достаточно блеска на темно-синих элементах декора. Поэтому я не стала вносить еще и бирюзовый блеск, чтобы они не спорили между собой. И оставила только одну пудру Garden Patina. Сейчас я буду все собирать на клей. У меня это клей Момент Кристалл, но если вы живете не в России, вы можете использовать, например, клей Уху. Он похожий по своим свойствам, но его можно купить практически в любой стране, в отличие от клея Момент Кристалл. Также я буду объемные детали приклеивать на клей-пистолет, так как, на мой взгляд, это быстрее и достаточно надежно.
Страничка готова, а мы теперь можем приступать к следующему полноценному развороту.